Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем тапочки из джута крючком. Тапочки связались на 38-39 размер. Тапочки состоят из двух деталей. Это подошва и верхняя часть. Подошва двойная, состоит из двух одинаковых деталей. И потом я их соединяла. Крючки использовала 5 миллиметров, это для верхней части, и 3 миллиметра для подошвы. Сама пряжа — это шпагат джутовый, 1200 метров, в бобине был килограмм. Вот у меня уже одна деталь готова, с вами свяжем вторую часть и потом соединим их вместе. Я набрала цепочку из 27 воздушных петель. Длина этой цепочки начальная — это длина стопы минус ширина стопы. Вот я набрала 27 петель. Для размера где-то 38 до 39-40. Сейчас буду вязать до середины столбики без накида. Я связала 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков без накида. Это примерно середина. Теперь, не довязывая одной петли до конца, свяжу столбики с накидом. Это у меня получилось 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Каждую петлю основания вяжем столбик с накидом. Так. 5, 6, 7, 8, 9, еще немножко, 10, 11, 12, 13. Вот связали 12 столбиков без накида от начала и 13 столбиков с накидом в каждую петлю основания. И осталась у нас одна петля. Здесь мы будем поворачивать вязание. То есть в эту оставшуюся петлю я провяжу 7 столбиков с накидом. И таким образом у нас получится скругление. 1, 2, 3,
4, 5, 5, 6, 7. Провязали. Вот полотно у нас закруглилось. Теперь будем вязать следующую сторону. Также над столбиками с накидом столбики с накидом, а над столбиками без накида будем вязать столбики без накида. Вот провязали часть столбиков с накидом. Теперь оставшуюся часть вяжем столбиками без накида. Над каждым столбиком без накида предыдущей стороны, стороны, которая у нас зеркально отображается, мы вяжем столбик без накида. В последнюю петлю провяжем 3 столбика без накида. То есть вместе с первой петлей у нас полотно будет закругляться 4 столбиками. Вот сейчас в последнюю петлю провяжу 3 столбика без накида. Так, провязали. Сейчас присоединюсь соединительной петлей и продвинусь на петлю вперед, для того, чтобы у меня вот эти петли скругления были отдельно. Так, продвинулась вперед на одну петлю и теперь начинаю следующий ряд. Так, следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, они заменяют нам столбик с накидом, и теперь мы будем вязать подошву только столбиками с накидом. То есть сейчас я вяжу столбик с накидом в каждый столбик предыдущего ряда и дохожу до места, там, где мы делали прибавки. То есть там, где мы вязали 7 столбиков с накидом в одну петлю. Дошла я до места
скругление. Теперь здесь будем делать прибавки для того, чтобы скруглить полотно. Здесь в каждый столбик из 7 будем провязывать по 2 столбика с накидом. Таким образом, на этих 7 столбиках предыдущего ряда у нас будут теперь располагаться 14 столбиков с накидом. То есть каждый столбик из 7 предыдущего ряда я провяжу по 2 столбика с накидом. Так, в следующий столбик также провязываем 2 столбика с накидом. И так поступаем с каждым столбиком из 7 предыдущего ряда. В следующую петлю 1, 2 и так далее, пока мы не обвяжем все эти 7 столбиков столбиками с накидом. 2 столбика в одно основание. Таким образом делаем прибавки и скругляем полотно. Прибавки сделаны. Теперь я буду вязать столбиками с накидом до скругления с другой стороны. Буду вязать сейчас столбик с накидом в каждую петлю предыдущего ряда, в каждую петлю основания по столбику с накидом. Сейчас довязываю до места скругления. У нас должно остаться до конца ряда 4 петли. И на этих петлях будем делать прибавки. Так, еще немного. То есть на 4 последних петлях будем делать прибавки. Так, вот осталось 4 петли. И теперь в первую петлю я провяжу 3 столбика с накидом. 1,
в это же основание второй столбик, в это же основание третий столбик, провязали. В следующую петлю провяжу 2 столбика с накидом в основание, первый столбик, в это же основание второй столбик с накидом, второй. В третью петлю провяжу 3 столбика с накидом в одно основание, 1, второй и третий столбик. И в последнюю петлю оставшуюся провяжу 2 столбика с накидом в одно основание, первый и второй столбик. Теперь замыкаем ряд соединительным столбиком в петли подъема и приступаем к следующему ряду. Предпоследний ряд у нас начинается с 3 воздушных петель подъема. Также вяжем по столбику с накидом в каждую петлю основания предыдущего ряда до прибавок в предыдущем ряду. То есть сейчас пока до места скругления вяжем столбики с накидом до тех пор, пока мы не дойдем до места там, где мы делали прибавки в предыдущем ряду. Так, дошла до этого места, провязала столбики с накидом в каждую петлю основания предыдущего ряда. Теперь буду делать прибавки по методу круга. То есть буду чередовать 2 столбика с накидом в одно основание и следующую петлю обычный одиночный столбик. Чередуем 2 столбика с накидом с общим основанием, второй и в следующую петлю одиночный столбик. Так провяжу все столбики, на которых есть прибавки. Вот это место скругления провяжу, чередуя 2 столбика с общим основанием, одиночный столбик. Прибавки провязали, чередовали 2 столбика с общим основанием и столбик одиночный. Теперь до следующего скругления вяжу столбики с накидом в каждую петлю основания. Сейчас буду вязать одиночные столбики до места скругления с другой стороны.
Мы дошли до места. Там, где мы делали прибавки в предыдущем ряду, здесь также прибавляем по методу круга. То есть чередуем 2 столбика с накидом с общим основанием, одиночный столбик. Так, сейчас 2 столбика с накидом с общим основанием. В следующую петлю одиночный столбик. В следующую петлю чередуем 2 столбика с общим основанием. Сюда же еще один столбик. Так, секунду. И в следующую петлю одиночный столбик. И так чередуем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Самый последний ряд обвязываю столбиками без накида, то есть делаю воздушную петлю подъема, и теперь в каждую петлю основания предыдущего ряда, уже не делая никаких прибавок, обвязываю нашу стельку, нашу подошву столбиками без накида. Напомню, вы должны связать 2 такие подошвы для одного тапочка, потому что подошва у нас будет двойная. Теперь в одной подошве я спрятала ниточку, а во второй не обрывала, потому что сейчас ей же будем сшивать. Вот эту петельку переносим на другую подошву. Протаскиваю ее. Соединяю 2 подошвы. И теперь буду вводить крючок через 2 подошвы, вытаскивать рабочую нить и протягивать через петлю. У нас получается такая косичка. И таким образом у нас подошвы будут соединяться. Теперь следующая петля. Также ввожу крючок через 2 подошвы, вытягиваю рабочую нить и продеваю петлю. И таким образом проходим всю подошву, соединяя эти 2 детали, чтобы получить двойную подошву. Подошва готова. Вот такая подошва получается двойная. Мне кажется, можно ее отпарить. Теперь нам нужно связать
верхнюю часть. Вот одну часть я уже связала, вторую будем вязать точно так же. Перейдем на крючок 5 миллиметров. Набрала для передней части, для одной половинки, 11 воздушных петель. Теперь поднимаю петли. Наборный ряд у нас 11 петель будет. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Наборный ряд 11 петель. И будем закрывать. В обратном ряду закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Так, провязываем последние 2 петли на крючке. Вот у нас один ряд связан. Таких рядов нам надо будет связать 7. Еще покажу один ряд. Опять набираем петли. Наборный ряд 11 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И также закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Напомню, таких рядов нам надо связать всего 7. Я связала 7 рядов тунисским вязанием. Теперь у нас 8 ряд. 8 ряд. Опять делаем наборный ряд, поднимаем петли, поднимем 11 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 8 ряд. Делаем наборный ряд 11 петель. А теперь рабочую нить протягиваем сразу через все петли. И нить обрезаем. Теперь собираем тапочек. Для этого пришьем боковые части к подошве. Я пришивала иголкой. Так, прикладываю лицо к лицу и буду пришивать за косичку. Прихватывать часть верхней части и часть косички. И таким образом пришью деталь к подошве.
Готово. Вот таким образом у нас получается соединение деталей. Теперь прячем ниточку и также поступаем со второй деталью. Пришиваем ее с другой стороны. Теперь соединим две верхние детали вместе. Для этого сейчас определенным образом я покажу, как мы их стянем и соединим. Осталось закрепить нить, спрятать хвостики, и тапочек готов. Вот такие тапочки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!